Итак, всем добрый день, меня зовут Александр, и я снимаю этот видеообзор про каминную топку Northflame Labris 700 CDP, потому что, когда выбирал эту топку, информации про нее практически никакой не было. Были про обычные топки, а про систему CDP только два видео с завода. Значит, обзор снимаю после того, как топкой пользовались целый сезон. То есть топка уже поработала, показала себя. Вот, и хотел бы показать, как она работает, и рассказать о ее преимуществах и недостатках. Ну, недостатков, прямо скажу, пока не выявил. Значит, топка это порядка 14 киловатт. На мой дом примерно 98 квадратных метров, ее хватает в принципе вполне. Дом еще вот могу показать, что строится. Тут еще пароизоляция. Утепление 200 миллиметров. Это каркасный дом. Значит, по поводу хватит не хватит этой топки в сильные морозы, минус 20, минус 30, пока не знаю. Значит, топку мы пока не, как говорится, отделали. Именно каминный портал мы не делали. Значит, мы установили саму топку, купили отдельно подставку, она примерно 30 сантиметров. Значит, и труба от хорошего питерского производителя. Сейчас не скажу, как называется, нужно будет потом посмотреть и снять отдельный отзыв. Значит, в чем фишка всей этой топки? В системе вторичного дожига газов и в системе регулировки подачи воздуха для непосредственного самого горения. Регулируется все, значит, вот этой ручкой. Это большая подача. Значит, здесь у топки есть шиберная заслонка встроенная. Также у меня есть на трубе шиберная заслонка, та же самая, которая потом будет заживаться. И непосредственно сама система подачи воздуха для дожига. Я так понимаю, вот в этой камере идет сам дожиг. Значит, воздух подается сверху через вот эти два канала. Значит, таких каналов 89-х я не нашел. Нашел только алюминиевую такую гофрированную трубу. Вот. В принципе, ее и поставил. Позвонил ребятам, которые ставят камины. Они, в принципе, и посоветовали становиться на алюминии, потому что металлических труб из металла жаропрочного таких они сказали, что не нашли, тоже искали. Может быть, где-то в Европе продается, у нас нет. Значит, топка поработала, вот, могу продемонстрировать. Топка проработала, стеклышко у нас грязное. Значит, по поводу стекла и очищения его от копоти. Когда топка работает на полную, значит, вот эта вся сажа, которая здесь есть, она выгорает практически полностью. Остаются, вот тут видно небольшие бортики грязи по бокам. Все остальное выгорает, и когда камин горит, все красиво, все достаточно интересно. Но как только топку переводите в тлеющий режим, значит, сейчас, как только перевели в тлеющий режим, она начинает коптиться, вот, и к утру становится черной. Я сейчас сожгу, тут у меня красиво дрова положено, подожгу, чтобы она потихоньку разгоралась. Значит, для понимания нужно открыть верхний шибер, вот эту заслонку, чтобы ничего не дымило. У нас чуть-чуть пошло дымиться это все. И нижнюю заслонку. Сейчас тяга образуется. Дом холодный. В доме сейчас примерно минус 1, минус 2 градуса. Каминная топка сейчас чуть-чуть прогреется, а она начнет работать. Вот.
Горит все это достаточно красиво, когда разгорается достаточно много от него жара. Сильных морозов пока не испытывали, но в -3 в отрицательную температуру на прошлых выходных приезжали. Значит, дом разогрелся примерно за 2,5-3 часа, то есть до температуры 22-23 градуса. Вот. Комфортная температура рядом с камином постоянно. Вечером тепло сидеть, уютно. Вот. Такой вот видеообзор. Сейчас каминная топка разгорится. Я попробую показать, как работает вторичный дожик на этой печке. Он срабатывает не сразу, а только когда достаточное количество углей и достаточно большая температура камина.